Представьте себе дыру в земле, которая уходит вниз на 12 километров. Такую глубокую, что если бросить в нее камень, он будет лететь почти полминуты, прежде чем достигнет дна. Дыру такую узкую, что в нее не пролез бы и человек, всего сантиметров 20 в поперечнике. Но такую глубокую, что она пробила земную кору дальше, чем кто-либо до или после. А теперь представьте, что в один день люди, которые ее бурили, вдруг остановились. Собрали оборудование, заварили горловину тяжелой стальной крышкой и просто ушли, оставив после себя одну из самых жутких легенд 20 века. Говорят, что на глубине бурильщики наткнулись на нечто, чего там быть не могло. Что микрофоны, опущенные вниз, записали звуки, от которых у инженеров стыла кровь. И что именно поэтому проект закрыли, а правду засекретили на долгие годы. Сегодня мы спустимся на самое дно самой глубокой дыры, когда-либо созданной человеком. Мы разберемся, зачем ее вообще начали копать, что ученые нашли на глубине 12 километров и откуда взялась та самая история про звуки из преисподней, которую до сих пор пересказывают по всему миру. Мы отделим то, что там было на самом деле, от того, что придумали позже. И поверьте, реальность местами оказалась даже удивительнее любой легенды. Досмотрите до конца, потому что то, что ученые обнаружили глубоко под землей, перевернуло их представление о нашей планете. Начнем. Все началось в разгар 20 века, когда две сверхдержавы соревновались буквально во всем. Одни рвались в космос, другие отвечали своими рекордами, и весь мир следил за этой гонкой, затаив дыхание. Ракеты уходили все выше, спутники облетали Землю, человек ступил на Луну. Космос манил, о нем мечтали, его показывали в кино. Но пока все смотрели вверх, в небо, горстка ученых задала себе совсем другой вопрос. А что, если отправиться не вверх, а вниз? Ведь о далеких звездах человечество к тому времени знало больше, чем о том, что находится у него прямо под ногами. Мы видели обратную сторону Луны, но никогда не видели, что скрыто всего в нескольких километрах под поверхностью родной планеты. И вот ученые решили это исправить. Они задумали пробурить самую глубокую скважину в истории и своими глазами заглянуть внутрь Земли. Это была не просто стройка, это была научная экспедиция вглубь планеты, такая же дерзкая, как полет в космос, только в противоположную сторону. И если космонавтов чествовали как героев на весь мир, то об этих людях, штурмовавших планету изнутри, почти никто так и не узнал. Их подвиг остался в тени, хотя по смелости он не уступал полетам к звездам. Чтобы понять, насколько это дерзкая затея, нужно представить, как вообще устроена наша планета. Земля похожа на огромное яйцо. В самом центре у нее раскаленное ядро. Вокруг него толстый слой горячей мантии, а сверху тонкая твердая корка, на которой мы живем. Эту корку называют земной корой. И вот что поражает. По сравнению с размерами всей планеты, кора невероятно тонкая. Если бы Земля была размером с яблоко, то ее кора оказалась бы тоньше кожуры этого яблока. Никто и никогда не пробуривал ее насквозь, даже близко. Все, что мы знали о недрах, ученые добывали косвенно, потому как сквозь планету проходят волны от землетрясений. Это было попытку понять устройство дома, ни разу не заглянув внутрь, а только слушая, как по нему разносится эхо. И группа исследователей решила наконец пробить в этой кожуре настоящее окно, чтобы своими руками потрогать то, о чем раньше можно было только догадываться. Место для сверхглубокой скважины выбрали на далеком севере, на Кольском полуострове, за полярным кругом, среди голых каменистых холмов и ледяных ветров. Выбор был не случайным. Именно здесь древние горные породы подходят близко к поверхности, а значит, пробурив вглубь, можно было добраться до очень старых слоев земли, возрастом в миллиарды лет, не тратя километры на молодые верхние отложения. В 1970 году на этом суровом месте закипела работа. Сюда привезли огромную буровую вышку, целый завод по сути, а вокруг вырос настоящий поселок для инженеров, геологов и рабочих, приехавших со всей страны ради одной мечты. Задача перед ними стояла почти фантастическая – пробурить скважину глубиной 15 километров, вдвое глубже, чем самая глубокая точка океана.
Никто в мире еще не забирался так глубоко в твердую землю. Для сравнения, самая глубокая точка океана, Марианская впадина, уходит вниз примерно на 11 километров, а высочайшая гора мира, Эверест, поднимается почти на 9. Ученые же собирались пройти в твердой скале глубже и того, и другого вместе взятых. Бурение началось. И поначалу все шло довольно бодро. Гигантское сверло, точнее длинная колонна из соединенных труб с буром на конце, вгрызалась в скалу метр за метром. Первые километры дались относительно легко, и ученые уже предвкушали триумф. Каждые несколько метров бур поднимали на поверхность, снимали с него столбик породы и бережно укладывали в длинные ящики. Так, метр за метром рождалась настоящая каменная летопись планеты, разложенная по полкам огромного хранилища. Но чем глубже уходила скважина, тем страшнее становились условия там, внизу. И тут природа начала преподносить ученым один сюрприз за другим, ломая все, что они считали привычным. Первым сюрпризом стала температура. По расчетам, с глубиной должно было теплеть, это все знали. Но реальность превзошла самые смелые ожидания. Чем ниже опускался бур, тем жарче становилось вокруг него. На больших глубинах температура подскочила настолько, что порода фактически раскалялась. Там, где ученые ожидали встретить около 100 градусов, их встретили почти 200. Камень на такой глубине переставал быть твердым и знакомым. Он становился пластичным, почти как разогретый воск, и норовил затянуть, сомкнуть только что пробуренный канал. Скважина буквально пыталась зажить, как рана, закрыться сама по себе. Каждый спуск бура превращался в борьбу со временем, ведь нужно было успеть пройти новый участок, пока раскаленный камень не сомкнулся снова. Работать в таком пекле было чудовищно тяжело даже для техники. Буры выходили из строя, электроника отказывала, оборудование плавилось и ломалось. Но настоящий кошмар инженеров ждал впереди. Дело в том, что чем глубже уходила колонна труб, тем длиннее и тяжелее она становилась. На глубине в несколько километров это была уже гигантская, невероятно длинная нить из металла, висящая в раскаленной скважине и вращающаяся под собственным чудовищным весом. И время от времени случалась катастрофа. Нижняя часть колонны вместе с дорогущим буром просто отрывалась и оставалась там, погребенная на многокилометровой глубине. Достать ее было уже невозможно, никакими силами. Приходилось заливать этот участок цементом и обходить его, начиная бурить чуть в стороне, выше. Так одна скважина постепенно превратилась в целое дерево из ответвлений, уходящих вниз. Каждая такая авария отбрасывала проект на месяцы, а то и на годы назад, и стоила огромных денег. Продвижение, которое поначалу шло быстро, замедлилось до крохотных шажков. Иногда за целый год удавалось углубиться совсем немного. Но ученые не сдавались, ведь то, что они находили на глубине, того стоило. И вот здесь начинается самое интересное. Настоящие открытия, ради которых все и затевалось. Первое, что поразило геологов, скрывалось на глубине нескольких километров. По всем учебникам, на этом уровне бур должен был войти в определенный плотный слой пород, где, как считалось, гранит сменяется более тяжелым базальтом. Ученые так и называли это место – ожидаемая граница. Они были уверены, что глубже начнется совсем другой тип камня. Но когда бур прошел эту отметку, ничего подобного не произошло. Граница, которую все ждали, оказалась вовсе не тем, чем ее считали. Вместо ожидаемого плотного базальта бур вошел в древние трещиноватые породы, пронизанные водой. То, что десятилетиями считали четкой границей двух слоев, на деле оказалось лишь зоной растрескавшегося, измененного камня. Само представление ученых о том, как устроена кора под ногами, пришлось переписывать прямо по ходу бурения. Но это было только начало. Следующее открытие оказалось еще более неожиданным. На огромной глубине, в несколько километров, там, где по всем расчетам не должно было быть ничего, кроме мертвого сухого камня, ученые обнаружили воду, настоящую воду, циркулирующую в трещинах древних пород. Раньше считалось, что так глубоко жидкой воды быть просто не может. Ее должно было выдавить колоссальное давление выше лежащих слоев. Но она там была.
Ученые поняли, что эта вода образовалась прямо на месте, буквально выжатая из минералов чудовищным давлением земных недр. Это было совершенно новое, неожиданное явление, о котором прежде даже не подозревали. Одна эта находка могла бы прославить любую экспедицию, ведь она меняла само понимание того, где на нашей планете вообще возможна вода. Оказалось, что даже в раскаленной каменной толще, на многие километры ниже любых колодцев и рек, вода умудряется рождаться заново, прямо из самого камня. Однако даже подземная вода померкла на фоне того, что нашли дальше. Из глубины подняли образцы породы, и когда их изучили под микроскопом, у исследователей перехватило дыхание. В камне, поднятом с глубины в несколько километров, обнаружились крошечные окаменелости. Микроскопические остатки древних организмов, что-то вроде древнего планктона, существовавшего невообразимо давно. Простыми словами, там, глубоко под землей, в мертвом на первый взгляд камне, скрывались следы древней жизни. Возраст этих находок исчислялся миллиардами лет. Некоторым породам было около 2,5 миллиардов лет. Это означало, что камень на такой глубине хранит летопись Земли, уходящую в невообразимо далекое прошлое, почти к самым истокам жизни на планете. Ученые держали в руках кусочек мира, которому было больше 2 миллиардов лет, старше, чем большинство того, что мы вообще способны представить. Всего в поднятых образцах насчитали около 20 видов давно вымерших микроскопических организмов. Каждый из них был крохотным посланием из эпохи, когда на Земле еще не существовало ни растений, ни животных, ни тем более человека. Но и это еще не все. Была и еще одна деталь, от которой становилось не по себе. Из недр скважины постоянно поднимались газы. Глубинные породы буквально дышали, выделяя разные газы, в том числе водород. Причем в таких количествах, что, по словам работавших там людей, буровой раствор, поднимавшийся из скважины, словно кипел и бурлил, насыщенный этим газом. Земля на глубине оказалась вовсе не мертвой и застывшей, а живой, дышащей, полной движения и скрытых процессов, о которых на поверхности никто и не догадывался. И вот на фоне всех этих реальных, поразительных открытий постепенно и родилась та самая мрачная легенда. Легенда, которую вы почти наверняка слышали. История о колодце в ад. Рассказывают ее примерно так. Однажды бурильщики опустили в скважину сверхчувствительный микрофон, чтобы послушать звуки недр. И то, что они услышали, заставило их посидеть. Из глубины, из раскаленной тьмы до них донеслись крики. Многоголосые стоны и вопли, будто там внизу в жаре и мраке мучаются тысячи людей. От такого описания по спине пробегал холод. И именно эта жуткая деталь и сделала легенду по-настоящему живучей. Инженеры, по легенде, пришли в ужас. Кто-то в панике сбежал, побросав все, а руководство, осознав, что бур пробил свод самой преисподней, приказало немедленно все свернуть, залить скважину и молчать. Именно поэтому, гласит легенда, глубочайшую дыру в мире так внезапно и закрыли. Эта история разлетелась по всему миру. Ее пересказывали в газетах, показывали по телевидению, ей пугали друг друга миллионы людей. Но давайте разберемся, что здесь правда, а что чистый вымысел. И правда, к сожалению, для любителей мистики, куда прозаичнее. Никаких криков грешников из недр земли, разумеется, не было. Легенда о звуках ада появилась намного позже и очень далеко от самой скважины. Она разошлась по миру уже в конце 80-х, когда историю подхватили сначала газеты, а потом и религиозные телепередачи за океаном, добавляя все новые пугающие детали. По одной из версий, началось все и вовсе как шутка в небольшой зарубежной газете, которую слишком многие приняли всерьез. Дальше история покатилась как снежный ком, обрастая все более жуткими подробностями с каждым новым пересказом. А та самая жуткая запись с воплями, которую выдавали за звуки из скважины, позже оказалась переделанным фрагментом из старого фильма ужасов. Проще говоря, всю эту историю попросту выдумали и приукрасили, а доверчивые зрители разнесли ее по всей планете.
Но откуда же тогда взялась сама идея про странные звуки под землей? Скорее всего, у нее есть вполне земное объяснение. На тех самых чудовищных глубинах, в раскаленной скважине, металл и порода испытывали колоссальные нагрузки. Трубы скрипели и стонали, порода трещала и обваливалась, газы с шипением рвались наверх. Все это действительно могло рождать очень странные, пугающие, почти потусторонние звуки. Только источником их была не преисподняя, а сама Земля, ее невообразимое давление и жар. Реальность оказалась не про чертей, а про физику, но от этого не менее удивительной. А теперь самое главное, почему же скважину все-таки закрыли? Ведь если не было никакого ада, то что заставило людей бросить дело всей жизни? И здесь правда снова оказывается и проще, и печальнее любой легенды. Скважину погубили не демоны, а сочетание жары, техники и обстоятельств. К концу работ бур дошел до отметки чуть больше 12 километров, если точнее, до 12 262 метров. Это была фантастическая, рекордная глубина. Самая большая, которую человек когда-либо достигал в толще Земли, и этот рекорд не побит до сих пор. С тех пор прошли десятилетия, сменились технологии и целые поколения инженеров, но глубже в твердую землю так и не спустился никто. Кольская дыра по сей день остается чемпионом планеты. Рекордом, который, казалось бы, должен греметь на весь мир, но о котором знают на удивление немногие. Но чтобы двигаться дальше, к заветным 15 километрам, нужно было преодолеть ту самую жару почти в 200 градусов и все более пластичную породу. На такой глубине техника того времени просто перестала справляться. Каждый новый метр давался все труднее. Аварии случались все чаще, а раскаленный камень норовил сомкнуться и поглотить оборудование. Проект становился все дороже и сложнее, а страна, которая его затеяла, переживала тяжелые времена и вскоре и вовсе перестала существовать. Вместе с огромной страной ушла в прошлое и ее мечта дотянуться до Мантии. На фоне рушащейся экономики платить за каждый мучительный метр стало попросту некому. В итоге финансирование почти иссякло, и однажды работы действительно остановили. Не из-за криков из бездны, а потому что бурить глубже стало почти невозможно и слишком дорого. Уникальную скважину сначала законсервировали, а позже и вовсе забросили. Оборудование вывезли или растащили, здания опустили и начали разрушаться. А саму горловину, ведущую на 12 километров вниз, заварили тяжелой металлической крышкой, которую и сегодня можно увидеть среди заброшенных руин. Маленький, ничем не примечательный люк, за которым скрывается самая глубокая рукотворная точка на планете. Сегодня то место выглядит почти зловеще. Голая тундра, ржавые остовы зданий, битое стекло, обломки бетона. И среди всего этого запустения, вросшая в землю та самая заваренная крышка. Случайный прохожий не догадается, что прямо под ней начинается канал, уходящий в толщу земли глубже, чем летают многие самолеты. Ветер гуляет по разбитым цехам, скрипит ржавое железо, а под ногами, под этой невзрачной крышкой, зияет пустота глубиной в 12 километров. Место, где когда-то кипела работа сотен людей и решались загадки планеты, теперь стоит мертвым и безмолвным. Заброшенность этого места лишь добавила легенде мрачных красок. Ведь так легко поверить, что отсюда сбежали в ужасе, а не просто ушли, когда закончились деньги и силы. Но давайте на секунду отвлечемся от легенд и оценим, что же на самом деле подарила человечеству эта дыра в земле. Кольская сверхглубокая, а именно так называют эту скважину, не нашла ни ада, ни демонов. Но то, что она нашла, оказалось по-настоящему бесценным. Она доказала, что наши прежние представления о строении земной коры во многом были ошибочны. Она обнаружила воду там, где ее не должно было быть. Она подняла на поверхность следы древней жизни возрастом в миллиарды лет. Она показала, что на огромной глубине Земля теплая, живая и полная движения. Каждый образец, поднятый из этой скважины, был как страница из дневника нашей планеты, дневника, который до этого никто и никогда не читал. И многие тайны, добытые тогда, ученые изучают до сих пор.
Керны, поднятые с огромной глубины, до сих пор хранятся в особых коллекциях, и время от времени новые приборы находят в этом старом камне то, чего раньше просто не умели разглядеть. Но, пожалуй, главный урок этой истории даже не в конкретных находках. Он в том, как невероятно мало мы все еще знаем о собственном доме. Мы отправили аппараты к другим планетам. Мы сфотографировали черные дыры за миллиарды световых лет от нас. Но при этом смогли проковырять в собственной планете дырку глубиной всего 12 километров. А это меньше, чем 1/500 часть пути до центра Земли. Все, чего мы достигли ценой десятилетий тяжелейшего труда, это крохотный булавочный укол в кожуру нашего яблока. Настоящие глубины планеты, ее раскаленная мантия и таинственное ядро по-прежнему остаются для нас закрытыми, недостижимыми, полными загадок. Ведь Кольская скважина при всей своей рекордной глубине так и не добралась даже до мантии. Она осталась в пределах самой верхней, тончайшей оболочки планеты. То, что лежит глубже, человек не видел еще ни разу и, возможно, не увидит очень долго. Так что же на самом деле нашли на дне самой глубокой дыры в мире? Не преисподнюю и не крики грешников, а нечто в каком-то смысле куда более поразительное. Живую, дышащую, полную древних тайн планету, о которой мы почти ничего не знаем. Планету, которая под тонкой знакомой поверхностью прячет целые реки воды прямо в камне, следы жизни немыслимого возраста и жар, способный плавить металл. И, может быть, самое ценное открытие Кольской скважины в том, что она напомнила нам простую вещь. Самые большие загадки не всегда прячутся где-то далеко в космосе. Иногда они прямо у нас под ногами, всего в нескольких километрах вниз, за тяжелой ржавой крышкой посреди пустой северной тундры. А как думаете вы? Стоило ли бурить глубже, рискуя всем, или человечество правильно сделало, что остановилось? Напишите в комментариях, что, по-вашему, мы нашли бы, если бы дошли до заветной цели. И если эта история заставила вас по-новому взглянуть на Землю у себя под ногами, оставайтесь с нами, ведь наша планета хранит еще очень много тайн, которые только предстоит раскрыть.